последнее время в Казахстане участились случаи, связанные с запретом на ношение религиозной одежды в образовательных учреждениях. Девочек с покрытой головой, переступивших порог школ, начали выдворять из стен учебных заведений. Такие факты имели место в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областях. Ни слезы и растерянность детей, ни уговоры и негодование родителей не разрешили эту проблему. Так называемые нарушители школьного порядка становились просто-напросто изгоями в той среде, где они учились и дружили со сверстниками. Выбор в такой ситуации у детей невелик. Либо снимать хиджаб и продолжать учебу, придерживаясь установленной формы одежды, либо уезжать за границу. До 2018 года как такой проблемы с ношением платков не было. Даже была положительная судебная практика в пользу мусульман. Один такой пример. Девочка-мусульманка училась в президентской школе, отличница круглая. Ей исполнилось 15 лет, на следующий день она пришла в платке. Директор запретил ей посещать школу, за что был наказан и подвергнут к административному взысканию в виде штрафа. И здесь права мусульман до этого защищались. Эти люди, как я сказал, они не экстремисты, даже они не относятся к таким так называемым околорелигиозным течениям. Это обычные традиционные так называемые мусульмане, у которых обычно среднестатистическая семья. И они не понимают, как они вчера приходили в платках, и здесь не было проблем, а сегодня им запрещают посещать школы. Очень чувствовалось такое сильное социальное напряжение, сильное непонимание, почему государство, наоборот, давит их. Даже были такие случаи, что один предприниматель уехал со всей семьей в Турцию, чтобы получить нормально, чтобы его дочери отучились, потому что он уже не выдержал всего этого давления, оказываемого на него. Многие люди переехали в Алмату, потому что там имелась школа для девчонок, открылась. Вопреки Конституции, в январе 2016 года вышел в свет приказ министра образования, запрещающий ношение школьной формы, подчеркивающий свою религиозную принадлежность. Согласно документу, это подразумевает пропаганду вероучения, которого придерживается тот или иной учащийся. Родители предупредили, что за несоблюдение требований к единой школьной форме предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 10-месячных расчетных показателей. Да, кстати, в суд один гражданин уже подавал, ссылаясь на то, что вот это ограничение, оно противоречит закону и ущемляет права. Действительно, у нас в Конституции запрещается дискриминация по религиозному признаку, то же самое говорится о законе, о религии. И самое главное, имеется Международный пакт о гражданских правах ООН, подписанный Генеральной Ассамблеей ООН и всеми членами, в том числе Казахстаном. И там говорится, каждый гражданин имеет право на свободу религии. И позднее была принята пояснительная записка к этому пакту, и там говорится, свобода религии – это в том числе ношение отличительной одежды и головных уборов. То есть Казахстан напрямую нарушает вот этот Международный пакт о гражданских правах. И ссылаясь на это, гражданин Казахстана пытался оспорить этот приказ, однако ему было отказано, дело дошло до Верховного суда, а Верховный суд в целом не рассмотрел даже, вернул заявление, ссылаясь на то, что это требование образования, и как такого мотивированного ответа не было. Власти обосновывают запрет на ношение головного убора в школах так называемой проблемой религиозной радикализации, хотя в казахстанском обществе нет даже и признаков этой мнимой радикализации, наоборот. Сам запрет породил общественное недовольство и негативную реакцию. Сейчас обучение школьников проходит в режиме онлайн, и это временно нивелировало проблему конфликтов о ношении хиджаба и платка. Родители ратуют за легализацию онлайн-обучения, которое помогло бы решить этот острый вопрос. Ведь очень скоро дети могут вернуться за свои парты, и, возможно, дилемма вновь останется нерешенной. Я сам мусульманин, у меня есть дочка, которая растет, и я бы хотел, чтобы мои права базовые не нарушались. Я не отношусь ни к какому экстремистскому, либо околоэкстремистскому, религиозному течению. Я обычный казах, мусульманин, мои прадеды все были мусульманами, все соблюдали каноны ислама. Я бы хотел жить в свободной демократической стране, которая позволяла бы моим детям получать образование. Нынешнее онлайн-обучение в казахстанских школах – это вынужденная мера из-за пандемии коронавируса. Когда дети вернутся в школы, будет сохраняться официальный стиль. Закон об образовании в Казахстане не обеспечивает правовой основы для дистанционного обучения. Согласно закону, дистанционное обучение разрешено только детям, получающим специальное образование по состоянию здоровья. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, дети вернутся в школы.
Тогда должны быть соблюдены все требования к школьной форме, и эти правила обязательны к исполнению во всех общеобразовательных школах в стране. Однако родители считают, что борьба с ношением платков ущемляет конституционные права детей, влияет на их психологическое состояние, превращающее подрастающее поколение в жертв конфликта между родителями и властями. Я понимаю, что между религиозными и светскими взглядами на жизнь, мир и все остальное существуют различия, иначе не было бы этого разделения. Однако это не значит, что все светские ценности обязательно противоречат религиозным, и наоборот. Существует масса точек соприкосновения, множество ситуаций, где возможно мирное существование без какого-либо нагнетания. И в частности, тоже ношение кимишека той или иной школьницы ни в коем случае не посягает на светские права и свободы других школьниц этот кимишек не носить. Вот в чем дело. Поэтому это проблема искусственного характера, и в первую очередь она находится в голове тех, кто ее создает, кто вводит эти запреты и ограничения. При наличии необходимого на то желания решается она достаточно легко и быстро. Другое дело, что желания этого пока, видимо, не возникает. Какие-то препятствия возникали. Я лично своих детей определил в частную школу, где отношение к этому более лояльно. Ну и среди моих знакомых такие ситуации возникали. Они их решали без какой-либо огласки, информационного шума. Лично для меня это не единственная проблема. Вопрос ношения или запрета ношения платка в школах не представляет для меня главную проблему. Сами современные школы и та атмосфера, которая в них царит, уже для меня являются проблемой. Они сами по себе являются проблемными. Мы же не сводим религию только к хиджабу или к платку. Есть масса других обязательных предписаний, других важных ценностей, которые в современной школе подвергаются угрозе, которые трудно реализовать. А религия не сводится только к хиджабу, и в современных школах существует множество угроз религиозным, духовным ценностям. Поэтому я бы посоветовал современным религиозным родителям смотреть в сторону альтернативных форм образования, дистанционного образования, образования с раздельным обучением, где мальчики и девочки учатся отдельно. Вот в каком направлении нужно двигаться и усердствовать. Казахстан сегодня – это многоконфессиональная страна, где мусульмане составляют более 70% населения. Важно учитывать и уважать их духовные потребности. Вопрос ношения платков и хиджабов не должен лишать детей светского образования и их интеграции в общество. В первую очередь за это ответственно государство, которое должно искать компромисс для гармонизации общественных отношений. Кенжибек Аблайхан, канал Алиф, Казахстан. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.